Певица Зара, личная жизнь которой всегда на слуху, довольно популярна у мужчин. Ее внешность и характер покорили множество красавцев. И сына Валентины Матвиенко, чиновника мэрии Москвы, и даже бойца из команды Конора Макгрегора. С приходом известности Зара столкнулась с огромным вниманием журналистов к личной жизни, которая, к слову, не сложилась удачно. Такое неприкрытое внимание совершенно не устроило артистку, ведь вокруг ее личности сразу же стали ходить многочисленные слухи. В одном из интервью певица призналась, что именно многочисленные вымыслы прессы и стали причиной ее первого развода. Поэтому Зара принадлежит к числу артистов, которые держат свою личную жизнь вдали от камер. В СМИ иногда попадают разные слухи о романах артистки. Что из этого правда, и есть ли у артистки на самом деле в данный момент возлюбленный? Попробуем разобраться. Реальное имя Зары – Зарифам Гоян. Родители девушки являются по национальности курдами. Певица родилась 26 июля 1983 года в Ленинграде. Никто из близких Зары не был связан с миром искусства, а вот она уже в детстве проявляла музыкальный талант. У нее был прекрасный голос, она обожала петь и видела себя в будущем успешной певицей. Благодаря музыкальному реалити-шоу «Фабрика звезд» публика узнала немало молодых и очень талантливых исполнителей, среди которых и восточная красавица с чудесным голосом, известная поклонникам под псевдонимом Зара. Загадочная девушка покорила зрителей не только своим талантом, но и утонченной красотой, которую по достоинству оценили многие мужчины. Правда, стать законными супругами Зары посчастливилось только двоим. Воспитанная в старых традициях, Зарифам Гоян мечтала о неземной любви, поэтому ее первый поцелуй случился лишь в 19 лет и достался сыну экс-губернатора Санкт-Петербурга, а ныне председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Со своим первым мужем Сергеем Матвиенко Зара познакомилась в Санкт-Петербурге на модном показе. Молодой, перспективный бизнесмен с первого взгляда влюбился в певицу. Чтобы покорить сердце неприступной красавицы, парень ходил на все ее концерты, дежурил за кулисами и осыпал девушку цветами, обещая превратить ее жизнь в сказку. Однажды Сергей подарил 1001 розу, и в доме у певицы стало как в оранжерее. И вот в очередной раз, встретив Зару после концерта, Сергей усадил любимую в автомобиль и со словами «Выходи за меня, а то тебя украдут» протянул ей коробочку с обручальным кольцом. Тогда Заре было 19 лет. Это была ее первая сознательная любовь, и, конечно, она ответила согласием. 26 июня 2004 года Зарифам Гоян и Сергей Матвиенко узаконили свой брак. Тогда никто из 40 гостей даже предположить не мог, что Зара и Сергей проживут вместе лишь 6 месяцев, а официально разведутся через 1,5 года. До сих пор точно неизвестно, что стало причиной расставания молодой пары. Сама же артистка обвиняла во всем журналистов, у которых было свое мнение относительно этой ситуации. Представители прессы утверждали, что причиной расставания стало желание супруга завершить музыкальную карьеру Зары. Мужчина якобы требовал от артистки полностью отказаться от сцены и посвятить себя семье. По другой версии, причиной развода стала любовь Сергея к тусовкам и его нежелание вкладывать деньги в раскрутку жены. Расставшись с супругом, Зара впала в тяжелую депрессию и похудела до 43 килограмм. Чтобы вернуть девушку к жизни, родным и друзьям певицы пришлось приложить немало усилий. Ведь после развода с Сергеем Зара потеряла веру в мужчин и была уверена, что больше никогда не выйдет замуж. Однако несколько лет спустя артистка встретила Сергея Иванова. Зара и Сергей познакомились в ресторане, куда певицу пригласила подруга отпраздновать день рождения общего приятеля. Зара исполняла песню «Радовать», когда заметила, что за ней пристально наблюдает незнакомый мужчина. Не успела девушка занять свое место за столиком, как незнакомец подошел и пригласил ее на танец, и Зара не смогла ему отказать. Они обменялись телефонами и на следующий день встретились, чтобы вместе пообедать. Учитывая прошлый печальный опыт, эстрадная исполнительница не спешила давать волю чувствам, поэтому роман получил плавное развитие. Лишь спустя время певица решила, что этот человек ей подходит. На тот момент мужчина работал начальником управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы. Был женат и воспитывал 2 детей. Однако это обстоятельство совсем не помешало ему ухаживать за певицей. Ослепленный ее красотой, мужчина потерял голову. Он развелся с супругой и принялся штурмовать неприступную красавицу. Через 2 недели после знакомства с Сергеем артистка уехала в Москву, чтобы стать участницей шоу «Фабрика звезд». Пока Зара жила на проекте, Сергей регулярно ее навещал. Привозил для вечно голодных фабрикантов фрукты и прочие вкусности. Этот проект пользовался невероятной любовью телезрителей, поэтому все его участники мгновенно становились звездами.
Так случилось и с Зарой. Благодаря участию в шоу и третьему месту на проекте она смогла обратить на себя внимание общественности. Девушке предложили заключить контракт с продюсером Виктором Дробышем. Это творческое сотрудничество стало достаточно успешным. За первым успехом последовали и новые победы. Вскоре Зара отправилась на первое в своей жизни гастрольное турне по России. Когда девушка вернулась к привычной жизни, Сергей продолжил ухаживание. Их отношения развивались по стандартному сценарию. Ожидание у служебного входа после концерта, цветы и признание в любви. 2 года Зара отказывала настырному ухажеру, но однажды сдалась и сказала «да». Влюбленные поженились 26 июля 2008 года, в день рождения певицы. Роскошное торжество в присутствии 150 гостей проходило в ресторане на Рублевском шоссе. Помимо свадебных подарков, на свое 25-летие Зара получила от мужа породистого жеребца и автомобиль Мазератти. А через 2 года у супругов родился сын Даниил. Еще 2 года спустя в семье Зары родился второй ребенок – Максим. Несмотря на появление детей, Зара не пожелала прерывать концертную деятельность и вышла на сцену буквально после рождения первого и второго ребенка. Говорят, именно постоянная занятость на гастролях и вечное отсутствие жены дома очень не нравилось Сергею, который хотел видеть в Заре не звезду, а заботливую маму и умелую домохозяйку. Уже получив первый горький опыт, Зара старалась обезопасить свой второй брак от посягательств журналистов. Но и это не спасло звезду от нового развода. Летом 2016 года, когда младшему сыну было всего 4 года, супруги развелись. В качестве причин расставания певица назвала разногласия с экс-супругом. Сергей вернулся к своей первой жене, а Зара осталась одна с 2 детьми. Сейчас сыновьям певицы 12 и 10 лет. Ребята растут настоящими красавцами. Они унаследовали от мамы восточную внешность. Зара занимается благотворительностью, помогая сиротам и детям с особенностями развития. На такие мероприятия она часто берет сыновей, которые учатся сопереживать и быть неравнодушными к чужой беде. В 2018 году пресса вновь начала писать о личной жизни артистки. Журналисты утверждали, что девушка стала встречаться с политическим деятелем Леонидом Слуцким. А спустя какое-то время появились слухи о том, что Зара является возлюбленной Сергея Шойгу, министра обороны России. В социальных сетях появилась информация о том, что политик приобрел для исполнительницы дом в Подмосковье. Все эти слухи Зара продолжала отрицать. Впрочем, от ее возможных возлюбленных тоже не последовало никаких комментариев. Зара – красивая женщина и известная личность, но несмотря на это, она пока не смогла найти себе нового партнера. Хотя фанаты, следящие за перипетиями ее личной жизни, подозревают звезду в лукавстве, считая, что она держит в секрете свой новый роман. Некоторое время СМИ настойчиво намекали на то, что исполнительница якобы находится в отношениях с высокопоставленным чиновником. Хотя никаких подтверждений журналисты так и не представили. Постепенно волна слухов сошла на нет. Осенью 2020 года в прессе появились сообщения о том, что Зара завела роман с Артемом Лобовым, являющимся ирландским бойцом ММА. Поводом послужили снимки, где они обнимаются на вокзале. Но, как оказалось, это всего лишь кадры из клипа под названием «Нравится». Зара и Артем давно знают друг друга, но любовниками они не являются. Скорее их связывают дружеские отношения. Когда Зару спрашивают, есть ли у нее надежное плечо рядом, она, не задумываясь, отвечает «да». Но при этом речь идет о сыновьях, которые, несмотря на юный возраст, являются ее опорой. Что же касается мужчины-партнера, то пока что она его не встретила.